Всем привет из города Дудерштат. Вот сейчас на часах без 15:09 утра, а я приехала на экскурсию по историческому Дудерштату, которая организована специально для украинцев. У меня еще есть в запасе 15 минут, и вот я вышла на такую красоту. Мы почему-то думали, что базар только по субботам. Оказывается, еще и на неделе есть, в среду. Вот такие цветы продают: подсолнухи, гацании, колиусы, крапивку, пеларгонию. Не могла пройти мимо, конечно же, все это засняла, чтобы и самой посмотреть, и вам показать. Рядом продают зелень, кучерявую петрушку, обычную петрушку, зелень укропа, и пошло базилик, салаты, лук. Представляете, какие здесь запахи, какие ароматы, мята, просто красота, и рассаду клубники. Это можно все посадить, я имею в виду зелень, или принести домой и кушать, употреблять в пищу. Дальше продают сезонные фрукты, овощи. Но в среду не так уже много и продавцов, потому что и покупателей немного. Конечно, в субботу более оживленная эта площадь. Здесь вот букеты вижу уже готовые за 10 евро. И с подсолнухами, и с розами, и с георгинами. Всевозможные. Это бальзамины. Красота. А вот раньше это была конная площадь. Здесь был конный базар. Раз в неделю кто-то продавал коней, кто-то покупал. И даже недалеко здесь было озеро, где лошадей и поили, и купали. Вот это самая площадь. Здесь памятник лошади. А вообще это фонтан. Просто сейчас время раннее, фонтан не работает. Вот такая площадь. А это церковь Святого Серфатиуса, одна из церквей города Дудерштата. И вот, что интересного экскурсовод нам рассказал. Вокруг этой церкви на стене есть вот такие углубления. И существует несколько версий их появления. Первое – это солдаты, когда приходили в церковь помолиться, они оставляли здесь свое оружие. Вторая версия – солдаты, наоборот, точили здесь свое оружие. А вот третья версия – это крестьяне отколупывали камушки маленькие от этих больших камней и дробили их, добавляли животным в пищу, тем самым избавляя от болезней и как бы давая им церковное благословение. А впереди дом называется Ель. Это был самый красивый раньше отель в Дудерштате, нам сказал экскурсовод. А это памятник. Называется «Воссоединение». Оказывается, совсем недалеко, буквально в 2 километрах, но вот где бы ты еще узнал такую подробность, проходила граница между ГДР и ФРГ. Об этом рассказал нам Клаус, так звали нашего экскурсовода. Вот посмотрите, как наглядно изображена эта стена. Молодые люди целуются. И вот сейчас стена рухнет, и они обнимутся и воссоединятся. А мы идем дальше. И вот вдоль всей этой рыночной улицы протекает ручей. Я спросила у Клауса, это искусственный или естественный ручей? На что он сказал, что это естественный ручей, и много-много лет он протекал под землей. А вот совсем недавно его вывели наружу для украшения города. Он берет начало буквально в 10 километрах от Дудерштата и вытекает, впадает в такой же ручей. А мы подходим к зданию ратуши справа. Это одна из старейших ратуш в Германии. 1302 год. Это макет ратуши. И вот этаж, вот этот нижний этаж у ратуши сложен из камня. Вот это первое сооружение в Дудерштате, где в строительстве стали применять камень. Вот. Весь верх фахверный, деревянный. Посмотрите, какие балки. Сколько им лет. Можете представить. 1302 года. Вот это да.
Здесь ресепшн, сюда может любой подойти, вам все расскажет, покажет. Это наш экскурсовод Клаус, он поприветствовал меня. С ним очень интересно было общаться, на все вопросы нам отвечал. Мы остались довольны экскурсией. А раньше здесь в ратуше были торговые ряды, магазины, одни покупали, другие продавали. И вот здесь и есть весы, доподлинные весы, исторические, которые сохранились с тех времен. Ты мог купить, проверить вес, не обманули ли тебя. Если обманули, значит того, кто обманул, ждет наказание. Вот такие вот весы. А рядом весы миниатюрнее. И Клаус нас спросил, для какого товара были предназначены они. Ну вот это первые весы, о которых я говорю, да, тяжелые, для более тяжелых товаров, а это миниатюрные. Все стали говорить там для золота, для бриллиантов. Он говорит, нет, самым дорогим товаром были соль и специи. Вот такие весы. А это сундук рядом, где эти специи и соли хранились. И вот в ратуше до сих пор под землей, глубоко под землей сохранилась камера пыток. Камера пыток, от одного названия мороз по коже. Вход сюда такой сводчатый, невысокий. Клаус предупредил, чтобы берегли свои головы, наклоняли. И вот, конечно, как входишь в эту камеру, сразу же, во-первых, здесь темно, ужас такой и страх тебя одолевает. Вот справа деревянный предмет, его надевали на шею, на руки, и в зависимости от твоего преступления, так сказать, проступка, ты мог так простоять несколько часов или несколько дней. И вот дальше видим доподлинные все предметы пыток, наказаний, это наручники, вот они какие. А следующий крюк, вот для чего. Заводили руки за спину, связывали их, и вот эту веревку вешали на этот крюк. Ты висел в подвешенном состоянии. Тоже в зависимости от твоего проступка. Время зависело, да. И вот здесь вот лязг такой, сопровождение металлических предметов. В общем, так, не сильно приятно. А это кистень. Вот, сейчас покажем, мы сейчас подходим к нему. Кистень, холодное оружие, представляет собой ударный груз на цепи. И вот если им размахивать, то от одного удара сразу человека не станет. И вот еще один столб наказания прямо перед ратушей. Наручники или на руки надевали, или на шею вот на цепи. Столб исторический, Клаус сказал, а верхушка новая, современная. Вот так вот, прям у ратуши. И красота, и все для наказания. А это второе здание в городе из камня, выполнено вот справа желтого цвета, сохранилось до сегодняшних дней в прекрасном состоянии. Вот так вот выглядит. Мы стоим возле церкви святого Кириакуса, и совсем недавно она получила почетное звание базилики от самого Папы Римского. Базилика считается выдающейся церковью, если в ней организовано было какое-то особое событие, или в ней есть уникальные реликвии, или же и из-за архитектурной ценности. Всего в Германии 74 базилики. А это дом, прекрасный фахверный дом, в котором живут дети из Украины. Клаус, экскурсовод, нам сказал, что в Дудерштате есть миллионер, который в самом начале войны организовал вывоз детей из детдома из Украины и привез их сюда, разместили их здесь и взял над ними шефство. И делает это так незаметно, что даже многие и не знают о этом его прекрасном деле. Спасибо ему большое. Вот такой вот старинный дом 1620 года. Вот на дверях читаем. Очень красивый дом. Красивый, старый. А вот это на фотографии справа сам миллионер со своим другом, известным рок-музыкантом из Германии. Это флаг Дудерштата, а рядом флаг Украины. У нас желтый цвет и голубой, а флаг Дудерштата более насыщенный голубой и оранжевый. А это вышли на улицу,
где 3 дома вместе, и все они относятся к разным эпохам. Это эпоха Ренессанс, дом. Видим двери, год указан 1893, и покосившиеся такие, потому что это двери не родные. Дом, сам дом старше этих дверей на 150 лет. Двери всегда были дорогими, и где-то, если дом сгорал, а двери оставались, их обязательно переносили в другой дом. Двери были самыми дорогими. А этот дом в стиле готика вот стоит прям совсем рядом. И третий дом по соседству относится к стилю барокко. Это не вся экскурсия, но мы получили большое удовольствие. Всем всего доброго. Пока.